Форель. Форель, да? Воблерочки. А, это вьюн. Вьюн. Больше не на змею похоже, на что-то другое. Может, немцы, когда отступали. Куда нам идти, Димыч? А пойдем сейчас через лес, через канавку и выйдем прямо к речке, откуда и начнем сразу рыбачить. Там еще косогор, по-моему, был, Косогор, да? да, такой спуск не очень приятный, но... Я шел по крутому склону и думал, сколько лет потребовалось этой маленькой речке, чтобы она промыла такую глубокую долину. 500, 5000, еще больше. А рыба, которую я иду ловить, сколько лет она здесь живет? Может, форель, которую я хочу поймать, появилась здесь раньше людей? Все эти мысли роились у меня в голове, а ноги неудержимо несли к воде. Мое сердце прыгало от счастья, от предвкушения встречи с дикой рекой. Ну вот и речка. Здорово, рыбачки, рыбачки, а также любители природы, диких мест и отдыха. Выбрались мы с товарищем, с Димой, на рыбалку с 2 ночевками. И весь наш лагерь, все, что у нас нужно для жизни, еды и отдыха, у нас находится за спиной. Поэтому у меня на спине 20-ник. У тебя, Дим, сколько? Тоже 18. 18. У нас 38 килограмм. Мы сейчас как верблюды. Вышли на реку. Вода мутноватая. Шли дожди. Не знаю, что из этого всего получится. Сегодня еще будет дожди идти. Поэтому у нас с собой тент. Лагерь посмотрите позже, что мы в итоге уместили в свои рюкзаки. Вот. Ну а завтра обещают хорошую погоду. Солнышко. Не исключено, что и вода просветлеет. Так что заодно и проверим, что в этой мутной воде. Будет ли в мутной воде клевать рыба, не будет клевать рыба. В реке водится хариус, форель и кумжа. Не знаю насчет головля, что думаешь? Возможно, и другие рыбы тоже, но... Возможно, и другие рыбы. При нашей рыбалке мы не ловили другие особи. Вода мутная. Я поставил для начала вот такую понтоновскую 2 номер вертушку. Что ты поставил? Я поставил Maps, 1 номер, Агля Лонг. Да, ну ты мипсятник. Но на таком течении лонг как раз, может быть, и ничего будет. Тройник, как всегда, заменил на одинарный крючок, причем Ну, без это бородки. с твоего нахлыстового прошлого. Да. Бережное отношение к рыбе. Ну, а я, как старый браконьер, буду по старинке тройником ловить. Фу, даже не знаю, как нам перейти реку. Нам нужно перейти на тот мыс, и мы начнем. Вот это наше первое перспективное место, облов скалы. Вот там дальше, в прошлом году у меня сорвалась крупная кумжа. Видео есть на канале. Ах ты, сошел. Ну что, пробуем переходить. Просто я не знаю, хариус в такой мутной воде вообще он вылазит? Или он сидит там, где роднички впадают? Так что, может быть, не все так плохо. От нуля уйдем. На блесну пока. А? Пока что на вертушку. Но она скатилась, обычно она ниже скатывается. Да, после. надо тогда переждать чуть. Как она вернется. Может, там не одна была.
форель. Форель, да? Молодец. Ушла. Ушла, да? На воблер, на рапово? Воблер, да. А, на этот? Молодец, Дим. Так что Починим. перспективы есть. Вот там Тамиш стоял вот в той норе. Стой. Да, да, да. Оба раза. О, Очень хорошо против течения. Видишь, этот работает. он по-всякому работает. И главное, берет возле ног, да? Да, У да. меня же тоже возле ног взяла. Не Смотри, боится? Дим, Из-за смотри. мути она... Смотри, прикол. Форель во рту. Или пескарь какой-то. Форель маленькая. И еще хватануло. Вот это. Скажи, надо достать. Сейчас посмотрим. Это пескарь такой. Давай, камера включена как раз. Смотрите, смотрите, ребят. То есть она сейчас такая голодная, что... А, это вьюн. Вьюн. И еще и хватануло воблер. Вьюнок с усиками. Да. Блять. Ну что, давай. Есть у меня предположение, Дим. В такой, В таком же засепах? в такой мутной воде, раз она сейчас вот этого вьюна ест, очень даже не исключено, что можно на резину по дну пробовать твичить, джиговать, вернее. Приятная нагрузочка от форельки. Да, какая-никакая, Ага. а все-таки удовольствие получаешь. Да, да. Ну что, вода потихоньку вроде начинает светлеть. Сильного дождя уже нету. На вертушки вообще не реагируют, но на воблера атакуют. Вот у меня было 2 атаки. Одна рыба, и у Димы было 2 атаки, 1 рыба. Вот такие вот воблерочки. Ай, в лесу не ветринки, тишина, красота. Слышно, как Дима там забрасывает.
Тактика у нас на этот раз такая. Речку эту мы уже знаем. Знаем, где здесь перспективные места лова, где можно поймать именно крупную рыбу. Поэтому перемещаемся с рюкзаками от одной точки к другой. Так как рюкзаки у нас, сами видите, какие. С одной рукой поднять его даже одеть не так легко. Подходим на перспективную точку. Снимаем рюкзаки, облавливаем место, переходим на другое место. И ближе к вечеру в каком-то из красивых мест сделаем лагерь. Надо будет натянуть тентик, потому что погода может нас огорчить. Набрать дров, костерок. И ночевка в лесу без машин, без кресел, без всяких там костяночек, кухон, без большого количества всяких вещей будет интересно. 2 ночи нам нужно переночевать на этой реке. Ну и посмотрите, что мы будем есть и как мы будем обустраивать свой лагерь. Будет интересно. Довольно низко гнездо расположено. Место, конечно, красивое, с видом на скалу, но я вот что хочу. Понятно. Ну вот, дошли до следующего перспективного места. Посмотрите, какая скала. Высота метров 12. Мощная скала, подмытая поворотом реки. Облавливать сегодня будем именно вот такие места, там, где были выходы форели. Ах ты, блин. За корягу зацепил. Да. Медленно, сюда я не пройду. Глубина под 2 метра. Прощай, воблер. Сказал, как на мелкой речке оборвать, да? Вот яма 2 метра и все.
Слушай, в принципе, вот, пенку постелил и ночуй, да? Да. Даже 2 человека поместятся. Сашка. И Сандра. А, Машка и Сашка. И Сандра. Все тут были, Сань. Ну. Смотри, орел нарисован, змея. Это, может быть, еще наши древние предки рисовали? Больше не на змею похоже, на что-то другое. Может, немцы, когда отступали? А, ну вот, смотри даже. 44-й год. 1944. Еще таким старым почерком. Смотри, как буквы уже, ну, Славно очень сколько стали. лет подразмыло. Ну, вот Вован из 80-го. Сейчас Вован уже, наверное, прадедушка. Ну, как минимум дедушка. Минимум дедушка. Можно тренироваться альпинизмом, да? Ага. Подниматься. Пытались птицы, наверное, гнезда себе делать. Смотри, 53-й год. Я думаю, не пытались, может быть, там, Или зарастало постепенно. ну, вряд ли медведки, правда же? Это тут такие, знаешь, многоквартирные дома. Ага. Многоэтажка. Да. Местная. Кто побогаче, тот там, да, такие частные эти. Ага. Вон Айвар тоже 80-го года, видишь? Может, они вместе были? Одноклассники. Слушай, ну там реальная нора. Можно, да, залезть. И не вылезть. Да. Интересно. Тишина здесь такая вообще, да? Дерево вон свалилось. Смотри, как его ломануло. А вон на скале нарисован как будто кашалот или какая-то древняя рыба. Есть плавником. Почти как у Хариуса. Видишь? Не вижу. И зубы. Ну вот давай от той дырки, которая... От той дырки ромбиком. влево метр. Видишь, голова большая. А, ну да. Сверху плавник. Ага. Слушай, ну это похоже самое высокое здесь, да? Вот смотри, какой размер сосен. И вот одна сосна стоит на дне. И вот, в принципе, макушка у нее там, где скала кончается. Ну что, пошли дальше? Пойдем. Там много путанных коряк, Димыч. Просто не спотыкнись. Так-то нормально, дно крепкое. Видишь коряги? В прошлый раз он не сразу взял, Дим. Понадобилось несколько забросов. Снимай видос, Причем первый раз он ударил, второй раз только хватанул. Отлично. Уже пару часов мы на рыбалке. Передвигаться по реке непросто. Приходится каждые 5 минут пролазить под бревнами.
преодолевать завалы, искать тропинку в высокой траве или идти по скользким камням у кромки воды. Твои ноги утопают в песке. Комары и мошки покусывают шею и лицо. Ты мокрый от пота, но счастливый как ребенок. Стоит вдохнуть этого влажного лесного воздуха, посмотреть на текущую под ногами реку, чтобы понять этот кайф. Я не променяю ни на солнечные курорты Италии, ни на кафешки Старой Риги. Когда-то давно человек вышел из леса, начал селиться в городах и забыл свой родной дом. А он здесь, по крайней мере для меня. Вот видишь, я берег шевелю. Смотри. Да, я вижу. Давай. Ну во, а ты хотел рвать. Зачем рвать, когда можно лечить? Да. Ну что? Веселая рыбалка получается. Отлично. А ты береговую линию, да, отметил? Да. А я глубину. Посмотрим, как она за ночь поменяется. Остановка на ночь – важная вещь. Хочется, чтобы было красивое место, чтобы вечером почилить у костра с хорошим видом. Если утром просыпаться приятно, то заряжаешься хорошим настроением на весь день. Место должно быть сухое, лучше на горке. Если ночью пойдет дождь, чтобы не оказаться в болоте. Должен быть доступ к дровам и воде. В общем, многое должно сойтись. И когда ты идешь целый день по реке, ты все время анализируешь, а подойдет ли это место для ночевки, а это. И когда ты находишь подходящую локацию, пусть немного раньше, чем нужно, не надо сомневаться, надо брать. Потому что чем ближе ночь, тем меньше вариантов. Это я вам точно говорю. Прошли мы сегодня 8 километров. Решили обосноваться в лагере. Вот это место, в котором мы сейчас находимся, при нормальном уровне воды, вот там идет небольшая струя. И отсюда небольшая струя выходит. И в принципе можно спокойно переходить в брод. Сейчас, ну так, выше колена был брод. Воды очень много, река полна. Лагерь мы расположим вот на такой горке. Прямо напротив завала. Вот такой вид на завал у нас сверху. В завале живет огромный бобер, мы его видели, я не успел включить камеру. Ну, с утра начнем идти туда вверх по течению, там тоже хорошие места. Ну, а сегодня у нас по рыбе слабовато. Ну, сами видите, кто ловит форель, тот знает, как поймать форель в таких условиях. Лагерь на такой опушке, мягкий мох. Кто-то тут уже когда-то его делал. Вот кострища. Ну что, будем натягивать? Да, будем натягивать. расчехляться. Расчехляемся, Устанавливать. натягиваем тент Тент и палатку. и сушим шмутки. Да. Установили основные дуги, дугу, потом внешний слой. Представляешь, какая красота у нас будет?
Как у нас столик? Вот наш столик. Ну что, лагерь готов. Костер такой настоящий. Настоящий походный, без бензопилы. Там у нас шатер. Под шатром сушатся вещи. Дима сейчас будет готовить еду. Походную, настоящую. Без Ну, изысков. сегодня у но нас очень вкусно. тушенка с дошираком. Завтра что-нибудь другое будем. Рыбы не поймали, поэтому едим так. Но вид из лагеря просто... Обычно там, где можно подъехать, там всегда цивильненько, скамеечки. А тут вот чистый лес, чистая природа. Форель-то в реке есть, только на спиннинг ее сейчас не поймать из-за этой мутной воды. Надеемся, что завтра вода будет ниже. Вот. Но в принципе, если так совсем уж выживать, можно закинуть рядом со струей донку с червяком. Форель точно клюнет. Форель или хорез. Ну что, вода у нас скоро закипит. Будем сегодня кушать такие макароны. Будем добавлять приправу или вкус тушенки? Вкус тушенки. Добавим лучше подливки с тушенки. Ну, Да? без глутамата сегодня обойдемся. А кто рыбу не поймает, будет завтра есть копченые носки. Ну да, красота. Они сегодня подкоптятся. Будет изумительный вкус. Наверное, ты будешь ты, Саня. Ну как вобла. Я сегодня поймал, кстати, Димыч. Сегодня оба по одной штуке поймали. Нет, у тебя сорвалось. А я отпустил. Ну, ты Я даже отобрал у нее вьюна. Которую мы могли, кстати, добавить сегодня. Да, сделать. в наше блюдо. Вкуснятина, да? То, что надо было после похода, да? Как тушенка? Шикарно. Самодельная, да? Угу. Даже, может, кто-то бегал по этому лесу, кого мы сейчас кушаем. Может быть. Может быть, даже прибегал сюда. Чесался об эту сосну. Вот табуреточка у нас, Дима, жирнейшая, да? Как в лучших домах Парижа. Мгм. Ну, костер какой-то особенно жаркий, да? Очень жарко. Красивый костер, когда без бензопилы, со всеми сучками этими, да? Ну что, бобров нету? Спят?
Очень хорошее сидение получилось. И так посидели, и так, да? Утром сможешь поджиматься. Да. Или знаешь, как эти воркаутеры, вот так подлезть, вися вот так наверх встать и на руки встать. Есть люди, которые могут это сделать. Какой же кайф просыпаться от пения лесных птиц. Самый лучший будильник в мире. Солнце уже встало, легкий свежий ветерок задувает в палатку дымок от костра и помогает проснуться окончательно. Сейчас умоюсь, почищу зубы, заварю кофейку, позавтракаю и на рыбалку. Новый день, новые впечатления, новые приключения. Я самый счастливый человек в мире. На ближайший день уж точно. Ты хотел подогреть воду, Димыч? Да. Ну а что у нас на завтрак сегодня? Ну, вот какой-то сублимат. Будем пробовать. Так выглядит в сухом виде. Ну это понюхай, запах главное. Пахнет хорошо. Пахнет, да, пахнет неплохо. Что это у нас завтрак? Завтрак скелета. Ну что, надо залить водой. Зальем водой, да, и Ждать посмотрим. 8 минут. Ну, как-то так. Да. И в свой заливай тоже. Ну что, ждем. Ну что, Дим, можешь сказать про палатку? Удобно, быстро? Палатка удобная. Вдвоем спать вполне комфортно, никаких проблем. Шириной на 2 коврика как раз. 140 сантиметров получается ширина. Да. 1,3 килограмма, да? Без верхнего тента. Без верхнего тента. Это, ты знаешь, похоже, за свои деньги это самая легкая палатка по весу. Я бы сказал, даже она даст фору многим более дорогим брендам. Да. Может, она не прослужит, конечно, там 5 лет, и на Эвересте тоже она не выстоит. Но для наших целей И для наших условий вполне хватает. вполне. И прикольно, что не надо эти прутья ни через что продевать. Не да? надо То есть- прутья продевать, не надо на завязках привязывать. Да, на да. защелку все прищелкнул, прутья вот. И они из какого-то с крепкого алюминия, да? Да, не с алюминия, плюс еще они, сейчас я вытащу, покажу, они магнитятся. А там эту крестовинку покажу. Так же самое, такой же принцип. Вставляется со всех сторон. То есть вся эта дуга целиковая. Нету ни одной отдельной части. То есть если потерял одну палку, то потерял всю Если потерял, то всю, да. палатку. Блин, кофе, когда вакуум этот я убрал, получилась полная пачечка этого кофе, прикинь. Но она запрессована. В принципе, его на 3 раза хватает. Но мы на 2 растянем. Бомбанем по полной программе. Слушай, ну твоя эта отметочка... Как будто упустилась вода чуть, да? Не, похоже, вообще не опустилась. И моя зарубка тоже. Ну что, будем пробовать по-всякому сегодня. Лесной шмель прилетел к нам в гости.
Может, кому-то пригодится. Может, кому-то пригодится из будущих походников. Отправляемся мы в дальнейший путь в надежде на то, что сегодня из-за того, что более яркая погода, может быть, нам удастся в этой мутной воде что-то поймать. Но хотелось бы просто не намокнуть и провести хороший день. Приходится вот по таким горам скакать с рюкзаком. Ну, в принципе, довольно быстро привыкаешь. И еще интересно, что рюкзаки мы сегодня собрали уже не так, как собирали дома. Более качественно, более грамотно все разложили и более грамотно распределили массу по рюкзаку. Смотри, вот такие. При сильном течении есть место, где здесь хорошо стоять. Да. Да, потому что тут такая, видишь, две струи, а посредине завихрение. Но даже там ничего нету. Здесь очень хорошее место. Я думаю, Димыч, либо рыба у нас будет вечером, либо завтра утром. Ну, здесь бы хотелось, да? Как бы... Я завтра бы пару часиков все-таки половил. Потому что... Ох, да? есть! Люхан. Она есть. Хариус, Дим, хариус. Есть. Я говорю, это одно вообще редко, блядь, меня хотя бы Хариус. шанс какой-то. И крупный хариус, Димыч. Неплохой, да? Ага. Он сначала ударил такой маленький ударчик в завихрении. Я подумал, знаешь, у вертушки сбой просто лепестка произошел. А потом на подъеме как дал. Укололся? Наверное. Хорошо очень стукнул. Ну, блядь, это радует. Так что, Димыч, рыба. Ну, то есть не все так плохо. Да? Я так не знаю. Подожди, это обратно против строительного, да? Не, перпендикулярно. Когда чуть подтянуло. Вот туда, так вот. да? Вот так вот. Ну, не исключено, что один там стоит, а один вот там. О, есть. Форелька, да. Был хариус, да? Там был хариус и крупный. Это маленькая форелька. Взяла жадно, все в рот взяла, как полагается.
О, пошла. А, малышка. Смотри, как фишка была такая. Вот блесну закинул. И сейчас она пойдет под куст. Да, я понял. И тогда начинаешь проводку. Причем ты можешь катушку отпустить, когда под куст заводишь. О, Эту идею я понял. вот пошла, и вот сейчас. Ну смотри, на первый номер спокойно такая малышка берет. Нет смысла с этими нулевками мучиться. Видел? Нет. Крупный хариус сорвался. Да. Хороший хариус зим ушел. Вон там в струе взял. Веришь? Ну хорошо, что ушел, и все равно отпускал бы. Юхан, прям моя вот поет. Смотри, Димыч, как в аватаре эти. Тынь. Но сегодня гораздо тише, да, Димыч? Сегодня гораздо приятнее ходить. Ну, тихо, облови этот ствол. Но эта речка более перспективная пока. Две рыбы уже, да? Что тогда, пройдем по ней дальше? Пройдем по ней, посмотрим. В любом случае у нас выходы есть что по шоссе, что по грунтовой дороге к месту нашего лагеря. Поэтому мы ничего не теряем. Не понравилось, свернули и пошли через лес. Я на серебро и ловлю. Угу. О, блин. Я знаю, что сделал. Да. Видишь свал? Я после свала сделал остановку, опустил на дно и начал тянуть. Сильно, Димыч, не шуми сейчас. Я не шумлю, я не буду. Ты бы снял рюкзак. Именно на свале, понимаешь? Она стоит за свалом. Сейчас при этой воде. Есть? Форель, хариус? Да, форель. В руках я еще ни одну не держал. Угу. Смотри, она битая, Дим. Битая? Смотри. Блять, кто я кусал? Выдра? Да. Давай. Ну, давай. Пошла. Димыч.
Все, давай. Пошла. Ну вот, блин, первая более-менее размерная рыбка. В принципе, таких на той речке, по которой мы шли вчера, должно быть очень много. И напор, и расчет, конечно, на более крупную рыбу. Вот. Но из-за этой мутной воды, видите, как маленький ручей более результативный оказался. Сейчас мы еще немножко пройдем по нему. Так, ну, потешить свое. Хоть немножко мелкой форели потаскать. Вот хариус один сорвался. И потом будем возвращаться обратно на нашу реку. Большую реку. Да, и будем идти уже до вечера искать лагерь. Посмотрите, какая высота. Ящерка. Сразу был удар, нападение. Нападение, Димыч. Я катушку застегивал и как раз стукнуло. Хорошее там место. Место? Ну, вот это место под скалой. Я ж с такого и выдрал сейчас. Ударчик. Или там камушек стоит. Да. Да, там камень. Нахуй. Тяжело туда попасть, в этот шкаф. О, есть. Но рыба есть. На этой речке хотя бы она клюет. Какая-никакая. На этой речке ее хотя бы можно найти. Да, мы ее можем Потому что там сейчас, попытаться выудить. пусть маленькая, но Она вот здесь, отсюда вышла. да. Просто воды здесь меньше и есть шансы хоть что-то ловить, блин. Ну что, первые выстрелы под куст. Ну что, тяжелая артиллерия. Ох ты, блин, какой удар, Дим. Просто вообще капитальный удар. Но не по зуб. О, опять удар. За лепесток. Бьет. Бьет. Может быть, ставим эти воблеры срочно? Я надеюсь, она не укололась. Укололась бы, засеклась бы. Там козырное место. Она, видишь, я только катушку застегиваю, она сразу шлеп. Не успеваю даже. Форель? Да. Ага. На серебряночку, да? Да, на серебро. Ну, отлично, красивая. Красиво. И Маленькая. ровно. Шикарно. Здесь на на пузыря можно, да? на червя, да. По течению пускать. Тут можно настебать туда, да? Вот это, Давай, да. Потому что там уже промахов не будет.
Блядь, так, есть. Есть? О, Вот она как у тебя, вот вначале тык-тык. да? А потом ты паузу сделал? Она тык-тык и взяла. Ага. Я медленно вел, медленная проводка. Ну слушай, хотя бы как голавль себя ведет. Да, именно. При падении сразу туда Да. бросается. А караулят под елкой. Так, 2 штуки там стояли. Может быть, эти, которых ты поймал, у меня и били. Может быть. Потому что я понял, о чем ты говорил, вот этот удар. Сразу. Угу. Буквально на первом обороте. Да. Вышли с маленькой речушки. Идем по лесной тропе. Вот такой лес с мягеньким мхом под ногами. Сухо и тепло, я бы даже сказал жарко. Идем, так как вода пока еще мутная, хотим преодолеть километров 7, посмотреть, как река выглядит выше. Поискать новые лагеря для ночевки и для будущих походов, когда будут идеальные условия для рыбалки. Вот такое место красивое, но высоковато еще вода. Вот там, где вода, там сейчас дно должно было быть. А здесь вот хорошие точки перспективные. Вот там под завалами хорошие места. Но вода высокая. Пока не дошли до лагеря, дадим еще один шанс этой речке. Я чуть-чуть спустился вниз, обловлю вот те заводи, омутки, стенку, ну, обрывчик этот маленький, там, где подмоины. А Дима пойдет выше, попробует обловить поворот и коряжник. Если ничего не будет, вода еще по-прежнему темная и высокая. Представляете, какая здесь красота, когда прозрачная вода и уровень сантиметров на 30 ниже. Здесь тогда очень легко читать речку. На струях хариус, за камнями форель. Идеальные условия здесь есть для жизни. Сейчас даже камней под водой не видно. Очень красивые места. Очень удобно форели прятаться под этими бревнами. Да, я тоже хотел сказать, что ее настолько здесь трудно выбить. Да. Какая тут вода чистая. Наверное, пока течет, она фильтруется, либо родник есть. Иди посмотри. Видишь? Струится. Она настолько прозрачная, что даже не понять, какая Видно, глубина. да, Вот такая в речке бы была, да?
Как ощущения? Ничего. Да? После дня похода уже ничего. Ну что, здесь мы сегодня и останемся. На самой макушке утеса, очень высокого утеса, будет наш лагерь. Кто-то здесь по-серьезному жил какое-то время. Сделано заветрие для костра. Здесь был шалаш. Его зимой, видимо, свалило уже снегом. Это мы будем разбирать. Сделаем себе место, где сидеть. Остальное пустим на дрова. Так, ну что, Димыч, где будешь палатку ставить? Вот там? Или вот, там, или вот здесь? Давай, я тут эти шишки почистил. Тут есть один горбылек, есть, но... Или его пустим, где голова. Тяжелый сегодня был поход. А больше всего он тяжелый тем, что ты знаешь, что нет толку даже кидать и ловить рыбу. Встретили рыбачка местного, он сказал, что сегодня вообще не берет. Сами видите, какого цвета вода. А в хорошую воду это очень хорошее место для форели. Просто шикарное, просто идеальное. Там есть подмоины, под бревнами ямы. И под бревнами стоит и прячется форель. Ну что, приступаем к обустройству лагеря. Тут его нету, она отсюда хуярит. Ну, набираешь. Смотри, какая, да? Ледяная. Супер пресная. Нормальная вода. Можно пить. продавать как боржоми. Ну да, соли подсыпать немножко. Очень хорошая вода. Очень прочный, алюминиевый. Да? Очень хорошо заходит в землю и практически не вытащить, в отличие от стандартных, которые мы привыкли буквой Г в колышке. Ну, плюс он не крутится за счет грани, Да, да? да. Палатка — это наша находочка. В такой мягкой земле, как здесь, мох и такая пористая земля, очень хорошо держит. На утро даже не смещается и ни насколько не вылазит. Несмотря на то, что дует ветер и ее колышет. Красавица готова. Сегодня немножко покомфортнее у нас. Сегодня комфортнее. Сегодня мы подошли с умом к этому делу. Мы на высоте половины ели, да? Ну, я думаю, что 6-й этаж точно. А тут вообще шикарно. Мягенько, хорошо, да? Еще бы сюда пенку. И вообще было бы. А можем твой спальник использовать. Да. Будем мыться боржоми.
Ну как тебе, попробуй, вода нормальная? Влево. До конца влево. Слушай, какая теплая вода. Вода просто райская. Сейчас вообще теплая пошла сверху, знаешь? А ну да, теплое это наверху. Не бобер, это нырки. Это нырки. Искали мы рыбу, искали, но сегодня она сказала нам: извините, санитарный день, не работаем, приезжайте в другой раз. Рыбак на рыбу не обижается, поэтому, конечно, приедем. Нагрянем внезапно, застанем врасплох и пригласим на совместный ужин. Мужчины средних лет ужинают с молодой форелью. Прям название для фильма какого-нибудь режиссера. Но пока форели нет, да и с Хариусом договориться не получилось. Едим, как говорится, что Бог послал. А Бог сегодня послал нам... Сегодня картошка с сыром, Картошка. с беконом. Да. 8 минут ждем. Ждем. Я думаю, нормально. Пусть натягивается. О, сейчас хорошо. Ну, барин. Царский ужин. Красота. Жаль, камера не передает аромат. Передает. Передает? Тогда передай. Надо, чтобы просто супруга картошку жарила. Ну, не знаю, не знаю. Ну, будем первый раз пробовать. Слушай, прикольно. Да? Бекон, картофель. Ну, не знаю, как по питательным веществам, но очень вкусно. Питательные вещества там написаны на задней стенке. А, основные здесь? Сзади. Там рецептура. Что содержится туда-сюда, типа. Нет, основное, смотри, здесь написано. Самое главное для нас, например, как походников. Сколько Калорий? килокалорий в одной упаковке, сколько протеина. Угу. Очень вкусно. Суп-пюре, да? Слушай, ну эта пачка стоит своих денег. Да, это лучше, чем завтрак скелета. Но завтрак скелета был, как завтрак, он был очень крут. Очень прикольная еда. И вот этот завтрак помог тебе весь день ничего не есть. Да, Понимаешь? кстати, я не перекусывал А, вообще. То есть энергии он дает действительно для похода достаточно. для тяжелого. Плюс он очень вкусный.
Выход. Да, хоть и тяжело, да. Зашли в дождь. Рыбы не было. Закинь. Тащи. Решили сделать грядку. Интересно будет посмотреть, вырастет у нас там что-то или нет. Лук, наверное, глубоко не надо сажать. Так вот прикроем. Да. До верхушка торчала. Вообще будет огонь. Чеснок, не знаю, пойдет, не пойдет, но лук должен пойти. Влажная земля, Да? как дома, да. Считай, на окне ставишь в воду. Знаешь, край И ставили. плюс южная сторона, Да. скоро солнце будет здесь. Влаги ему есть откуда брать. Солнце есть. Вот он. Грядка лука. И фиолетовый, кстати, будет. Да. Ничего себе. Для тех, кто любит. Салат с красным луком. Да. Ну или поймать форель, засолить и лучка порезать. Вон земля какая влажная. Да, влажная. Ну мох держит влагу. Но держит точно. Ну и последнее. Вот здесь. Поскольку грядку нам необходимо будет пропалывать, мы будем приезжать сюда Периодически. чаще. Да. И наши жены будут отпускать нас. Ведь огород — это святое. Я бы сказал, раз в неделю надо сюда ездить. Обязательно. Ребят, кто будет приезжать сюда, на это место, вот в эту зону не наступайте. Там грядка. Это не сорняки будут, то, что вы увидите. Это будет наш огород. А огород, почему огород? Потому что огороженный, правильно? Огорожен. Давай огородим. Я думаю, звери не выкопают, они так чеснок с луком, наверное, не особо. Звери-то понимают, нечего шутить с этими огородниками. Ой, что ты. Занимай высоту, Димыч. Ну этот окоп, видишь, на 2 человек рассчитан. Ну-ка, давай тоже. Ты с гаубицей, Вот так. да, будешь? Нет, это крупнокалиберная винтовка. Не, ну так тебя снесли бы башку, Димыч. И ты какие подожди. держишь бильярдный? Да, просматривается неплохо отсюда река. Здесь окоп на 2 персон, здесь барная стойка. Ну да. Бахнул и обратно. Граната! Ложись! Закончилась наша поездка. Скамеечку мы оставляем для каких-то будущих посетителей. Оставляем чистенькие хорошие перчаточки. Ну и тот, кто строил здесь шалаш, ему отдельный привет, потому что, ну, нафига в 2 таких соснах делать такие зарубки, чтобы палку упереть. Вот одна, вот вторая. Можно же было просто поставить рогатины и положить перекладину. Не, Димыч? Да. И дерево осталось бы целое, без повреждений. Но я думаю, Димыч, надо будет сюда обязательно вернуться, когда уже будет чистая вода. И повторить этот маршрут, только уже с рыбой. Повторить маршрут, остановиться в этом же месте. И в том же И месте. в том, да, места отличнейшие. Вася, видишь, творчество Да. применил. Дурак дураком, а вот смотри. Ну вот, за нами приехал весельчак Вася. Попытаюсь подытожить свои впечатления от моего первого пешего похода с рюкзаком. Мне понравилось. Понравилось ощущение свободы передвижения. Когда мы выезжаем на рыбалку с шатром, палатками, казаном и прочим барахлом, мы привязаны к месту, к лагерю,
И в лагере нужно кому-то постоянно дежурить. Опять же, это огромное количество вещей, вроде бы и нужных, но их настолько много. А в этом походе я вспомнил ощущение детства. Утром сунул в карман горбушку хлеба и кусок сала, удочку на плечо и побежал на реку. Вернулся только следующим утром. Красота. Вот и с рюкзаком примерно то же самое. Чуть потяжелее, конечно, но принцип тот же. Если и вам понравилось, если вы смотрели с удовольствием, пишите, и я буду снимать подобные фильмы. Привет вам от Костяныча, всех обнял, пока.